Друзья, всем привет! Сегодня расскажу, что произошло с проектом OpenIPC спустя полгода моего знакомства с ним. Проект изначально был посвящен созданию альтернативной прошивки для IP-камер наружного наблюдения. Но потом стало понятно, что данные камеры можно использовать для FPV-систем. Однако большинство из них используют частоту кадров 20-30 fps, а задержка видеопотока составляет более 200 миллисекунд. Поэтому основной задачей команды OpenIPC стало уменьшение этой задержки. И уменьшили ее за счет увеличения частоты кадров. Но для этого надо было изучить конкретный сенсор, даташит на него и провести множество экспериментов. Так получился драйвер сенсора FPV. В качестве первых подопытных были выбраны китайские IP-камеры High Silicon, такие как 3516 EV200 с сенсором от Sony IMX307 2 мегапикселя и ее аналог Goki GK7205 V200. Удалось поднять FPS до 45 кадров в секунду, а задержку уменьшить до 100 миллисекунд. На тот момент это были лучшие показатели для систем Wi-Fi Broadcast. А уже в конце 2023 года новыми подопытными стали IP-камеры на процессорах SigmaStar, такие как 338Q с сенсором IMX415 и другая камера 30K с сенсором IMX335. Данные камеры немного дороже, чем предыдущие, но имеют более быстрый процессор, больше пикселей и большую частоту опроса сенсора. 4 линии MIPI вместо 2, что позволяет передавать больше данных между процессором и сенсором за единицу времени. Соневский сенсор 415 8-мегапиксельный имеет разрешение 4К и позволяет опрашивать его с частотой 90 кадров в секунду. А 335 немножко меньше разрешения, 5 мегапикселей и частота опроса 60 fps. Забегая вперед, скажу, что по факту можно сделать любую частоту кадров, но при этом придется пожертвовать размером сканируемой области. Так, например, для 120 fps используется центральная часть размером 720p, а для 90 кадров в секунду используется весь сенсор, но в режиме биннинга до 1080p. Если сделать разрешение больше, то это увеличит задержку, так как кодировщик ограничен ресурсами процессора. В лабораторных условиях удалось получить задержку около 30 миллисекунд. Это для HD качества. Данный показатель является один из важнейших, который позволяет OpenIPC занять лидирующие позиции на рынке открытых цифровых систем. Сами по себе камеры ничего не передают, но в них встроен USB-порт, к которому можно подключить любое устройство, лишь бы в наличии был нужный драйвер. Так, например, в данном случае подключается Wi-Fi модуль на чипе RTL8812AU. Но также можно и подключить, например, 4G радиомодем. Этот чип выбран не случайно, а потому что позволяет принимать и отправлять сырые радиоданные. И это позволяет использовать его как радиоприемопередатчик в обход стандартных Wi-Fi протоколов. Для этого инженерами VFBench был написан специальный драйвер и софт. Он слушает на определенном порту, принимает данные и отправляет по радиоканалу. И на принимающей части тот же самый софт эти данные передает на нужный сетевой порт. Сейчас можно передавать видеопоток, телеметрия, OSD, а также можно настроить VPN-тоннель. Но тоннели будут работать только с оригинальным софтом VFBench. OpenIPC внедрила некоторые технологии в свою прошивку. Причем сама по себе прошивка – это образ Linux, созданный на конструкторе BuildRoot, который позволяет сконфигурировать ядро под требуемый процессор. В конфигурации можно прописать ссылки на Git-репозитории, и они будут скомпилированы и добавлены в конечный образ. Кроме сторонних репозиториев, у OpenIPC есть множество своих. В основном эти наработки связаны с драйверами видеосенсоров и системами наружного наблюдения. Но кроме успехов с задержкой, в сообщество влилось множество сторонних разработчиков, которые внесли свой вклад в развитие проекта. Например, получилось подключить камеру с 30-кратным оптическим зумом,
а кто-то сделал цифровую стабилизацию. Вот пример такой реализации. Также успешно проведены испытания по цифровой стабилизации изображения с использованием машинного зрения и технологий OpenCV. Вся обработка ведется на приемной части, но, думаю, на более мощных камерах это можно делать сразу на борту. Сейчас вы наблюдаете, как работает данная система. С одной стороны картинка без стабилизации, с другой с ней. Дополнительная камера имеет оптический зум со стабилизацией, что позволяет рассмотреть объекты во время порывистого ветра. Хотя лучшим вариантом было бы разместить на камере гироскоп с акселерометром и объединить все в одну систему. А что там с наземной частью? А с ней все хорошо. Один из участников разработал софт, который позволяет переделать бюджетный видеорегистратор системы видеонаблюдения в наземную станцию. Регистратор позволяет выводить видео через HDMI или VGA разъем на монитор с частотой 60 Гц. Декодирование производится чипом устройства, что почти не вносит задержку в сигнал. Далее участники сообщества добавили OSD, слайсинг и другие функции. Более подробное техническое видео есть у меня на канале. Еще одна версия принимающей станции была создана на отладочной плате ROXA Zero 3W на рок-чипе RK3566. Плюс ее в том, что к HDMI можно подключить монитор с частотой 120 Гц. Высокая частота значительно снижает задержку видео. Это связано с тем, что нет синхронизации между сенсором и экраном монитора, в отличие от аналоговых систем. Сейчас в OpenAPC ведется обсуждение о том, как решить эту проблему. Нам нужна технология, похожая на AMD FreeSync. Zero 3W располагает меньшим функционалом, чем моя Orange P5+, но имеет компактные размеры и меньшую стоимость. Общие показатели задержки и качества картинки у них одинаковые. OP5+ будет полезен при использовании нейронных сетей и других экспериментальных работах. Так вот, для данных одноплатников создан образ Linux с настроенной системой, что немного облегчит вход в хобби для начинающих. Тем временем в проект вошло несколько инженеров-схемотехников. Они изначально спроектировали печатную плату, аналогичную IP-камере GK7205V200 с вынесением сенсора наружу. Исходники и схема есть на GitHub проекта, ссылку оставлю в описании. И далее OpenAPC совместно с компанией из Гонконга был разработан полетный юнит с процессором SigmaStar CC338Q с внешним сенсором IMX415. Размер основной платы 32 на 32 мм и 19 на 19 это размер платы сенсора. С одной стороны размещен чип обработки видео, а с другой радиомодуль на базе RTL8812AO с усилителями мощности на минуточку до 1200 мВт, что позволяет летать на большие расстояния. В качестве пробной партии было выпущено около 120 штук таких устройств стоимостью до $90 США, которые были проданы в 32 страны. Был собран максимальный фидбэк, проведены исследования и подготовлен выпуск нового устройства. В новой версии размер платы сенсора составляет всего 14 на 14 мм, а сенсором по умолчанию стал IMX335. Планируемая дата поставок – конец июля 2024 года. Еще одной хорошей новостью стало внедрение OIPS в софт управления БПЛА под названием Ruby FPV. Насколько понял, это готовый продукт, который отображает видео, телеметрию и позволяет управлять настройками камеры на расстоянии. Рекомендуется для новичков, не разбирающихся в Linux.
А недавно из телеграм-канала OpenIPC я узнал о том, что один из участников ведет тестирование вывода изображения на 3D-шлем виртуальной реальности под названием Quest 2. И у него это получилось, но правда только в оконном режиме. И сейчас уже ведется работа по полноэкранному режиму. По сути, шлем это тот же смартфон, но с двумя OLED-дисплеями. К нему подключается Wi-Fi адаптер, и вот у вас уже готовая наземная станция за небольшие деньги. Сами очки работают на операционной системе Android. Кстати, про Android. Был обновлен Wi-Fi драйвер, который не требует root прав на устройство и может работать с любым телефоном или планшетом. Главное, чтобы ему хватало мощности для кодирования и декодирования видеопотока. Это позволяет сделать из любого Android устройства наземную станцию. А еще добавлен звук. Теперь можно слышать, что происходит на борту БПЛА. Не знаю, кому это надо, но дальнолетчики слезно просили добавить эту опцию. А пока я создавал этот материал, один из участников сообщества сделал прошивку OpenVRT, которая позволяет преобразовать Wi-Fi роутер в наземную станцию и раздавать видеопоток по сети на несколько устройств одновременно. Так что проект OpenIPC развивается очень быстро, но существует благодаря энтузиазму и на средства разработчиков. Не знаю, как это исправить. Ребятам уже предлагали выкупить проект, но они пока что верят в свои силы. Поэтому, если есть возможность поддержать, вот QR-код. Ссылку также оставлю в описании. Есть регулярная помощь на $5 США или разовое спонсорство. Ребята будут рады вашей поддержке. А у меня сегодня все. До следующего выпуска. Всем пока.